Всем добрый день! Добро пожаловать! Вы на канале Татьяна Мёртуглу турецкие узоры. Сегодня я хочу вам показать, как я вязала вот такие вот тапочки. Тапочки связаны полностью спицами. Очень простая моделька. Я их связала буквально за сутки, вот так вот скажу. Значит, на размер 37-38 они у меня вышли. Вязала я их спицами номер 3. Верхнюю часть, обвязку тапочка, буду вязать спицами номер 2,5. Так вот. Так, размер 37-38. Пряжа. Вот смотрите, у меня было 100 грамм. Акрил стопроцентный 220 метров. Где это у меня этикеточка? Да, 225 метров в этот раз у меня нитки. В 100 граммах 225 метров. И вот с мотка еще вот столько у меня осталось. Один светло-зеленый, немножечко нитки уйдет, один белый. Значит, если у вас размер меньше по длине, вот здесь на 1-2 ряда уменьшим. Ну и по подошве можно будет на пару петель уменьшить. И точно так же, если у вас размер будет больше 38, по вот эту вот часть по длине увеличим на 1-2 ряда. Ну, подошва пусть такая же остается. Я их примерила, они до 39 размера тянутся хорошо. Можно натянуть, растянуть, то есть, ну, 37-38 нормально проходит, сидят, не слазят, потому что тапочек держится с помощью вот обвязки. Если вам тяжело делать такую обвязку, как у меня, обвяжите или резинкой, или же крючком пару раз пройти, но тапочек нужно обязательно вверх закончить, потому что он будет расхлябанный, слазить будет потом с ноги. Так, ладно, много разговаривать не буду. Что мне еще нужно будет? Круговые спицы. Полностью я петли буду на круговые спицы набирать. Все, по поводу ниток сказала, размер сказала. Ну что, перейдем к вязанию. На спице номер 3 я наберу 24 петельки. И первый ряд провяжу все изнаночными. Набираем 24 петли и обратно возвращаюсь все изнаночными. Обычным способом. Набрала петли и возвращаюсь обратно изнаночными. В первом ряду первую петельку изнаночной тоже провяжу. Все, идем до конца ряда все изнаночными. Вяжем, кто как привык, изнаночными за переднюю стенку, за заднюю. Это без разницы. Главное, чтобы изнаночная в результате выглядела как изнаночная. Провязываем изнаночными все. Так, сейчас буду вязать первый ряд узора. Значит, как я буду вязать? Самое начало начну я с зеленого цвета и буду чередовать зеленый с красным, белый с красным, зеленый с красным, белый с красным. Вот так вот буду чередовать. Значит, так, что мы сделаем? Первые 3 петельки вместе с кромочной провяжем красным цветом лицевыми. 1, 2, 3 красным. Теперь зеленый цвет у меня. Опять 3 зеленым, тоже лицевыми. И так будем чередовать до конца ряда в первом ряду. 1, 2, 3 зеленым, 3 красным, 3 зеленым, 3 красным. 1, 2, 3. Идем в конец ряда. В конце ряда у нас останется 3 зеленых. Пришла в конец ряда, последние 3 петельки. Этот ряд мы все провязали лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Теперь основной красный цвет петельки я буду провязывать изнаночными. Зеленые я буду провязывать лицевыми. Зеленые провязываю лицевыми. Красные провязываю изнаночными. Так идем до конца ряда. Один кубик у меня будет платочной вязкой, один лицевой гладью. Вяжем до конца ряда. Так, перешли на лицевую сторону. Значит, первый мы провязали по лицевой стороне, второй по изнанке. Это сейчас у нас будет идти 3-й ряд. 4-й будет по изнанке. И потом мы будем менять цвет.
кубик у меня получается из 4 рядов состоит. Значит, теперь что у нас сейчас? Третий ряд. Третий ряд по лицевой стороне тоже все вяжем лицевыми. Красные лицевыми, зеленые лицевыми. По изнанке красный будем вязать изнаночными, зеленый цвет буду вязать лицевыми. Так, лицевая сторона вяжем. Красный вяжу лицевыми, зеленый тоже вяжу лицевыми. Изменяю только по изнаночной стороне. Так идем до конца ряда. Ниточки по мере необходимости перебрасываю. Последнюю петельку провязываю кромочной. Ой, кромочную провязываю изнаночной. Так, перешли на изнанку. Первую снимаю. Зеленый цвет я вяжу лицевыми. Красный основной у меня. Я его буду вязать изнаночным. Сильно здесь не затягивайте, чтобы не было скукоженное вязание. Зеленые вяжем изнаночными, ой, лицевыми, красные изнаночными. Так, вяжем до конца. Довязываю изнаночную сторону. Значит, первый ряд кубиков у меня сейчас будет закончен. 4 ряда я провязала. Следующий у меня будет идти красный, белый, красный, белый. Я сразу с изнанки последнюю петельку провяжу цветом белым со второго ряда. У меня первый кубик будет начинаться белым цветом, поэтому я сразу последнюю кромочную провяжу белым. Не привязала, по-быстрому. Так, переходим на лицевую сторону. Опять начинаем с первого ряда. Теперь над красным буду вязать белым цветом платочной вязкой кубик. Над зеленым цветом буду вязать красным цветом. Лицевая вот гладь у меня будет. Узлы потом надо будет позавязывать все. Узлы, ниточки все. Я их узлы не делаю, я их просто хорошо запутываю потом под нитками провожу. Так, первую сняла. Раз, два, три. 3 провязала белым. Дальше 3 красным. Раз, два. Зеленую сразу подтянем сюда, перекинем. 3. 3 белым опять. Все лицевыми петлями. Так идем до конца ряда. 3 белым, 3 красным, 3 белым, 3 красным. Все лицевыми. Над красным белый, над зеленым красный. Боюсь заговориться и оговориться. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, идем так, вяжем до конца ряда. Понятно, да? Все лицевыми, меняем цвет. Так, идем в конец ряда. Тут я ниточку перебрасываю. Вообще-то, по идее, двойной ниткой кромочную провязывают, но в этой модели я так делать не буду. Я вот, какая последняя клеточка, такой ниткой и провязываю кромочную. Кромочную делаю изнаночной. Так, переходим, что у нас по краям у нас по 3 петельки вместе с кромочной, и в середине каждая клеточка тоже по 3 петельки. У меня 24 петли всего на спице. Так, изнаночная сторона. Опять точно так же, как мы вязали зеленый кубик. Красный цвет я буду вязать все изнаночными петлями. Теперь белый цвет я буду вязать платочной вязкой. По изнаночной стороне вяжу лицевыми, и по лицевой стороне я вяжу тоже лицевыми. Белый провязали лицевыми, красный цвет провязываю все изнаночными.
Так, идем до конца ряда. Следующий ряд по лицевой стороне провяжем все лицевыми. И четвертый ряд точно так же провяжем, как вот сейчас мы вяжем второй. И перейдем на зеленый кубик. Будем так чередовать. Вяжем до конца ряда. Раз, два, третий ряд. Опять у нас лицевая сторона. Белый вяжем лицевыми, красные вяжем лицевыми петлями. Это третий ряд, заканчиваем его. И четвертый ряд провяжем точно так же, как мы вязали второй. По изнаночной стороне красный цвет буду провязывать изнаночными, белый буду провязывать лицевыми. Так, с кубиками вроде бы понятно. Значит, меняем кубики. Провяжу всего высоту 9 кубиков. Вот такой вот у нас получается. Так, конечно, растянула на видео сейчас. Как кубики вязать, поняли. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Провяжу 9 кубиков. Начинала я с зеленого и закончу я зеленым. К вам вернусь и буду вязать дальше тапочек. У нас получится такой небольшой прямоугольник. Значит, вяжем кубики сейчас. Так, провязала я 9 кубиков высоту у меня. Закончила зеленым цветом. На спице 21 петелька. Сейчас я это замеряю. Ширину почти 9 сантиметров. Высоту 11 сантиметров у меня. Что я буду делать дальше? Зеленый цвет отрезаем, он нам больше не нужен. Белый, красный у меня остался. Сейчас все петельки, кроме последних 3, все провяжу лицевыми белым цветом. Последние 3 я пересниму на запасную булавочку. Вяжем белым цветом все лицевыми. Мы что сделаем? Вот эту вот детальку провяжем. Она у нас будет состоять из 4 рядов белого цвета. Провязали все лицевыми. Последние 3 петельки взяли на булавочку. Они у нас пойдут на вот эту вот сторону. Здесь 21 петля. И здесь тоже будет вместе с этими 3 петельками. Будем поднимать здесь петли с боковой стороны. Тоже здесь будет 21 петелька у меня. Сейчас мы вяжем правую сторону. Вот эту вот. Будем вязать вплоть до 5. Значит, провяжем полностью 4 ряда лицевыми петельками белым. Потом я перейду на красный цвет. Перешла на изнанку, вяжу все лицевыми. И еще также провяжу 2 ряда лицевыми. Вяжем. Все вяжу лицевыми. Провязала белым цветом. Следующий ряд все лицевыми провяжу красным цветом. Далее вяжу все красным. Хвостик сразу заправлю, проведу. Все до конца вяжу лицевыми красным. Так, с изнанки начну вязать узор. Так получается. Значит, вот таким вот узорчиком я буду вязать простецким. Он состоит из 2 рядов. По изнаночной стороне будет идти резинка, 1 лицевая, 1 изнаночная. По лицевой стороне все петли будут изнаночными. Все. Я буду таким узором вязать. Вы можете платочной вязкой вязать, любым узором, каким хотите. Можете вязать боковые части. Значит, провяжем нужную длину. Я, если считать по вот этим вот горошинкам, у меня высоту 20 или 21. В общем, я провяжу до конца. Ряд мы закрывать не будем. Провяжу до конца, к вам вернусь. И это дело замерю потом, сколько в сантиметрах у меня получится. Так, что мы теперь делаем? Первую снимаю. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная вяжу. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так идут до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Пришли на лицевую сторону, все петли вяжем изнаночными. Все, вот такой вот узор. И по изнаночной стороне будем вязать резинкой. Сейчас что мы делаем? Провяжем нужную нам длину. Можно примерить.
до 5 дойдем. Потом будем вязать дальше. Вот так вот. Понятно, да? Вяжем. Закончила я вязать одну половинку тапочки. Сколько у меня получилось? Значит, от белой полосы 11,5 сантиметров. Ряд я не закрывала, по изнанке закончила, нить обрезала. Теперь переходим на эту сторону. Наши 3 петельки запасной спицы переносим на спицу. Подвязываем белую ниточку с изнанки. Так, и теперь будем вязать эту сторону. Провяжу эти 3 петельки белым цветом. Раз, два, три. Что перевернулось. И дальше набираю по 2 дужками петельки. У нас было 9 кубиков, и здесь вот еще есть дужки запасные. Поэтому и плюс эти 3 получится 21 петелька. Так, раз, два, три, 4. Что-то можно делать и спицей. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, идем до конца. Набираем 21 петлю. Понятно все, да? Так, добираем петельки. Так, сейчас пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. И вот красных 2, 20, 21. И последняя вот у нас с уголочка здесь идет. 21. Теперь что мы делаем? Точно так же, как вязали эту сторону. Сейчас провяжем 4 ряда белым цветом. И потом перейдем на темно-красный. Будем вязать боковую сторону. Вяжем сейчас 4 ряда белым. Провязали белым 4 ряда. Обрезали нить. Подвязали красную. И все. Продолжаем вязать теперь красным цветом. Точно так же, как вязали эту половинку. Вяжем вторую половинку. Первый ряд провяжу все лицевыми. По изнанке буду вязать резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная. По лицевой стороне все петли буду провязывать изнаночными. Провяжем точно такое же количество рядов, как вязали здесь. Соответственно, последний ряд закрывать тоже не буду. Я к вам вернусь, потом сразу пойдем обвязывать его весь будем. Набирать петли. Так, все понятно, с этим разобрались. Эту провязали, вяжем вторую половинку, встречаемся. Закончила вязать вторую половинку. Теперь я перейду на круговые спицы, спицы на лёстке у меня. Ряд закончила вязать изнаночную по лицу, ниточка вот здесь вот. Теперь начну набирать петельки. Полностью по всему тапочку наберу петли. Также под 2 дужками достаю. Наберем петельки. Первый ряд провяжу изнаночным, потом буду вязать подошву. Значит, вот эта вот часть, я каждую часть буду отделять булавками вот такими вот. У меня везде одинаковое количество петель получилось. Вот эти вот половинки у меня по 21 петельки вышли, начиная от белой и до края мыска, будем так говорить. 23 петли, 1 посередине,
23 с этой стороны и 21 петелька у меня получилась боковая часть. Но если у вас размер больше или меньше, у вас может быть вот эта вот часть, количество петель другим быть. Поэтому вот это у меня 21. А вы, если вязали длиннее или короче, то, конечно, у вас будет другое количество петель. Значит, так, набираем петельки. Набрала с этой стороны 23 петельки. Одна вот самого с уголочка у меня будет. Я ее сразу отмечу, потому что это будет средняя петелька. Я ее отмечу, чтобы потом, когда будем набирать подошву, легче будет ориентироваться. Вот эта средняя петелька, как раз она у нас совпадает с серединой нашего проема. Так, одну среднюю. И теперь точно так же разворачиваюсь и набираю по этой стороне. Тут в самый уголок надо влезть, петельку набрать. Угу. Что ж, не могу подлезть сюда. Угу. Все, поехали. Теперь с этой стороны так же само по 2 дужки набираю петельки. Каждый участок я отделю, чтобы потом у нас не было никаких перекосов, когда будем вязать подошву. Я просто вешаю эти маркеры, чтобы легче было ориентироваться, нигде ничего не пропустить. Все, по 2 дужки набираю. Набрала петли по всему тапочку, дошла до боковой спицы, это у нас будет 5-я. У нас здесь осталась 21 петелька. Вот так вот все это у меня получается. Теперь что я буду делать дальше? Мы петли здесь не закрывали. Ряд у меня был изнаночный. Теперь по лицевой стороне я провяжу все петельки изнаночными. Точно так же, как с этой стороны сделаем. Значит, петли 5 провязываю сейчас изнаночными. Все провяжем изнаночными. Так, что я сделала дальше? Довязала петли пятки, поворачиваемся по изнанке. Все петли пятки провяжу изнаночными. Все остальные буду вязать лицевыми. Полностью провяжу весь этот круг лицевыми. Дойду до второй половинки пятки. И здесь опять провяжу я изнаночными. Все, здесь ниточку обрежем. Один раз получится у меня один ряд изнаночными петлями. Если у вас широкая нога или большой размер, можно 2 раза будет пройтись лицевыми изнаночными петельками по всему тапочку. Значит, сейчас провяжем 1 или 2 раза полностью по тапочку лицевыми петлями и перейдем к подошве. Теперь, что я здесь сделала дальше? Я спицы круговые перевела. Вот у меня леска вот так вот, я их перегнала, чтобы концы спиц смотрели вот наперед. Все петли перевела. Теперь что делаем дальше? Вот у нас была средняя петля отмеченная. Переходим к подошве. От петельки, от средней, которую мы отмечали, вот у меня 23 с одной стороны получилось петли, 23 с другой, и одна была у меня посередине. По 6 петель в каждую сторону я возьму на подошву. Всего у меня будет 13 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, это у нас средняя. Еще 6 петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, вот это у нас будет начало мыска подошвы. Теперь подвязываем ниточку и будем вязать подошву.
подвязала нить. Так, что у нас здесь? По лицевой стороне я подошву буду вязать всю платочкой, все лицевыми петлями. Вот набрала 13 петель и буду идти до конца. Все 13 петель без всяких расширений, убавок до самого верха. Единственное, здесь на пятке по верху уберу по пару петель. Немножечко сократить, чтобы не было сильно широкий верх у нас. Эти тапочки за день можно пару связать. Они очень простые. Вяжется это все очень быстро. Так, что у нас здесь? Все вяжу лицевыми. 13 петель оставила на подошву. Опять же, если размер больше, можете и 15. Если меньше, можно 11 петель оставлять. Примеряйте. Но они вот на вид выглядят как вроде бы небольшими, но они вязаные спицами и довольно хорошо растягиваются. В общем, такие как раз вот сейчас на весеннюю погоду, на прохладный вечер. Так, ну все. Лицевыми. И последнюю петельку снимаю и провязываем по методу пятки с петелькой с боковой спицы. Я буду провязывать изнаночные. 2 вместе. 2 вместе соединяю изнаночной. По изнаночной стороне я буду соединять лицевой петлей. Изнаночная сторона. Все вяжем лицевыми до конца. Последняя петелька. Провязываю 2 вместе лицевой. Все, развернулись. И продолжаем вязать дальше. Вот так вот. Это у нас такое начало мыска. Значит, ну, показывать всю подошву лицевыми петлями я не буду. Все соединяется по принципу пятку, как мы соединяем полностью. Так будем вязать всю подошву. Можно, я буду вязать платочной вязкой, можно этим уплотненной, одну лицевую, одну снять. Уплотненной вязкой можно связать подошву. Это уже дело вкуса вашего, кто как хочет. Так, и вот опять последняя петелька. Снимаю. Когда у меня останется мало петель, я потом перейду на обычные спицы. Но сейчас пока я на круговых. Все, подтягиваем это все. Значит, вяжем подошву, пока у нас не закончатся все петли на спицах. Вот до самого конца. Мы вяжем, вяжем и плавно, получается, переходим на пятку. У нас все петли, пятки, боковой стороны, мыска у нас все набранные. Все, вяжем платочка или какая там у вас связка. Довяжем до последней петельки. Я к вам вернусь, и обязательно нужно будет сделать обвязку, чтобы вот этот вот верх тапочка, все это нужно довести до ума, собрать в кучу, соединить, чтобы он сидел хорошо. Вяжем подошву. Закончили вязать подошву вместе с пятой, провязали это все, закрыли петли. Так, что у нас здесь получилось? Вот такой вот мысок получается. Так, теперь что делаем дальше? Последние 3 петельки у меня осталось. Я подвязала белую нить. Сразу эти 3 петельки провяжу белой. На пятке у меня последние остались. Протяну белую ниточку. Теперь по всему тапочку белым цветом наберу петли. 60-62 петли. Если будут лишние, то их можно будет потом по 2 сократить, закрыть. Ну, если у кого нога широкая, то можно и 65 оставить, если, смотря сколько у вас получится петель. У меня 62 получилось, я 2 сократила, оставила 60. Так, сейчас.
Набираем петли, под 2 дужки ввожу крючок. Опять же, можно это сразу спицей. По всему тапочку наберем петельки. Нет, все-таки я буду набирать крючком. Так быстрее. Так, дошли до серединки. Теперь что у нас здесь? С этой стороны 2 петельки и с этой стороны наберу 2 петельки. Все, так идем до конца. Набираем петли. Потом первые 2 ряда провяжу изнаночными петлями по кругу. Все понятно с петлями. Набираем петли по всему тапочку. Смотрите, первые 2 ряда провяжу изнаночными. Дальше буду вязать все лицевыми петлями. Внутреннюю часть провяжу белым, чтобы потом соединять, чтобы не просвечивала нитка сильно. Значит, 2 ряда изнаночным, остальные буду вязать лицевыми. Лицевыми я провяжу всего 13 рядов. К вам вернусь и примонтируем это дело. Сейчас вяжем по кругу вот эту вот нашу обвязку будем делать. Так, провязала я мне нужную высоту. Так, сколько это у меня в сантиметрах будет? Ну вот до белой этой полосы 3 сантиметра у меня получилось. Теперь что дальше? Выворачиваем это все наизнанку. Разровняем нашу обвязку, всю эту беечку, все ровненько выложим все петельки, чтобы нигде ничего не перетянуло. И по одной примонтируем к нижнему ряду. Теперь так, одну петельку снимаю. Вот у нас под самым первым рядом проходит наборный ряд белый, дужки. И за каждую петельку буду прихватывать и привязывать. Подтянем здесь. Опять одну петельку снимаю со спицы. Одну под дужкой. 2 вместе протянула. И так по одной полностью примонтируем нашу вот эту вот бейку обвязку. Она, может быть, немножечко времени займет, но хорошо и тапочек держит, и на ноге хорошо сидит. Поэтому я всегда предпочитаю тапочек вот именно так заканчивать. Ну или же резинкой обвязать, резинкой, крючком, чтобы он был законченный. Еще раз, что тут у нас? Подхватили. Теперь ниточку захватили и провела через 2 петельки. Сняла. Так, где тут у нас следующее? Все, так по одной заканчиваем. И выкладываем вот так вот, разравниваем. Периодически проверяйте, чтобы здесь не было перекоса никакого. Все, дойдем до конца, закроем вот так вот все петельки, ниточку спрячем вовнутрь, закрепим это все. Вот такая вот изнанка, кто там сильно интересовался. Вот хвостики тоже сейчас попрячу, вот которые остались. Все вот так вот. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Заканчиваю я. Всем пока-пока. Увидимся.